Мир вам, дорогие друзья. Поступил довольно опасный вопрос в комментариях от человека с забавным ником Пьер Ришар. Он спрашивает, если все сотворил Бог, тогда кто сотворил самого Бога? Многие задаются этим вопросом, поэтому я думаю, на него все-таки надо дать ответ. На самом деле проблема этого вопроса в содержащейся в ней скрытой логической ошибке, которую не видно на первый взгляд. Короче, все дело в том, что он неприменим к объекту вопроса, так как противоречит его сущности. Не отключайтесь. Сейчас я объясню человеческим языком, и все станет предельно ясно. Смотрите. Вот вопрос. Кого родит мужчина? Мальчика или девочку? Видите, это неправильный вопрос. В чем его ошибка? Ошибка его в том, что потенциал рождения детей у мужчины отсутствует. Мужчины не рожают, так как у них нет такой возможности, ни физической, ни какой-либо другой. Поэтому у этого вопроса нет ответа. Но, чтобы решить эту задачу, надо просто изначально правильно поставить вопрос. А именно, предполагает ли сущность мужчины возможность родить? И если предполагает, задавайте этот вопрос. Кого родил мужчина? Но если не предполагает, не задавайте его, потому что он будет неправильным. И именно так же в вопросе с Богом. Надо изначально правильно поставить вопрос. А предполагает ли сущность Господа возможность быть созданным? И если предполагает, задавайте его. Но если не предполагает, не задавайте. Все очень просто. Поэтому давайте сначала узнаем, какой наш Создатель, его качества, характеристики и сущность. Итак, как мы можем узнать о его качествах? Существует два пути. Один из них – изучить его творение, которое укажет на его характеристики. Красота и сложность какого-либо изделия свидетельствуют о мастерстве ее создателя, правильно? Правильно. Также и мы смотрим на окружающий нас мир, планеты, высокие небеса, богатую землю, сложную природу, многообразие животного мира, изучаем самих себя, свой уникальный организм и понимаем, что тот, кто создал все вокруг и нас с вами, создал все в совершенном виде. И все это свидетельствует о качествах самого Создателя, то есть его мастерстве, искусности, бесконечной силе и возможности, совершенстве его знаний и мудрости и так далее. Вывод. Наш Господь обладает всеми качествами совершенства и далек от каких-либо недостатков, потому что эти характеристики отрицают возможность обратного им. То есть отрицают возможность несовершенства нашего Господа, слабости, немощности, незнаний и так далее. Я думаю, тут все ясно. Окей. Далее. Давайте определим качество любого существа, которое было когда-либо создано и имеет начало. Сама по себе созданность, начальность предполагает несовершенство, предполагает слабость, подчиненность кому-либо, уязвимость, отсутствие самодостаточности, несамостоятельность, то есть зависимость от своего Создателя, потребность в нем, несвободность от него, подневольность, нужду, невечность, второстепенность и так далее. Все это качество несовершенных созданий. Поэтому предположить, что они применимы к Господу Богу, создавшему столь совершенный мир, значит отрицать его совершенство, которым является доказательство все сущее. То есть это абсурдно. Выходит, качества, характеристики Господа Бога не предполагают как таковой возможности быть созданным, так как противоречит его сущности, его совершенным качествам. И значит, этот вопрос неприменим к нему. У нашего Господа нет начала, его никто не создавал. Очень надеюсь, что объяснил максимально понятно. Мир вам и увидимся в следующем видео.